Всем здорово, народ! Мне довольно обидно за Фрост ДКшника, поскольку он воспринимается в ПВП как какая-то несерьезная шутка. Если вы скажете кому-то, что вы, допустим, регаете тройку и бегаете во Фросте, либо вам не поверят, либо скажут, а что ты вообще творишь, зачем ты это делаешь, зачем ты страдаешь. Я так вообще не считаю. Фрост ДКшник имеет свой уникальный и вообще не слабый геймплей, да, со своими минусами, но и со своими уникальными, опять же, плюсами. Подробно я это все рассказал в своем гайде, можете перейти, ссылка в описании, ознакомиться. Ну а сегодня я проведу такой обзор на Фрост ДКшника для новичков, посмотрим на способности, расскажу немножко вкратце, что сильное, что слабое, для чего используется и как вообще он играется. Поэтому всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, давайте пройдемся по книжке заклинаний, просто посмотрим, какие мы способности используем, какие нет. Во вкладке «Кровь» мы используем абсолютно все активки и пассивки, кроме власти крови, потому что в эту власть мы никогда не переходим. Это чисто ПВЕшная стойка, в ПВП она нам не нужна. Если мы хотим дамажить, мы всегда бегаем под властью нечестивости. Если нам нужно засейвиться, похилиться получше, или если нам нужно снивелировать дэмэдж какой-нибудь, например, когда противники прожимают бурсты, мы переходим во власть льда. Поэтому получается, что сейвовая стойка — это стойка льда, активная дамажащая стойка — это власть нечестивости. Власть крови мы не используем вообще никогда. Вкладка льда. Здесь мы абсолютно все способности используем, активки-пассивки. Самое прикольное — это ненасытная стужа, вообще имба и отдельная фишечка, изюминка именно Фрост ДКшника, но об этом чуть позже. Ледянистый путь используем на БГ, позволяет нам бегать по воде, на арене не используем, чтобы руну льда не тратить. Этот спелл не бесплатный, он тратит одну руну льда, поэтому да, на арене мы его не используем. Ну и все остальные способности мы также ставим на панельку, да, здесь мы используем абсолютно все. Вкладка нечестивости. Последняя вкладка. Здесь мы не используем воскрешение союзника, поскольку не работает на арене. Врата смерти также нам не нужны. И войско мертвых работает на БГ, на арене не работает. Поэтому в одном случае используем, во втором нет. Я вам сейчас кратко покажу 3 играбельных билда. Первый — это стандартный, кровь плюс лед. Практически все всегда используют именно его и бегают в нем. Мне он не нравится. Я бы не бегал в таком Фрост ДКшнике, поскольку у нас, да, появляется типа дополнительный сейф в виде захвата рун, но его все равно не хватает. Из-за Фроста я бы рекомендовал играть только с хилом, а если у вас есть хил, то вам и сейф дополнительно особо не нужен. Это, в общем, не стоит того. Я рекомендую бегать в 2 билдах. Либо с одноручками, либо если вы вообще шиз и вам прям хочется чего-то новенького, но при этом рабочего. Фрост ДК через двуручку. Да-да, вы не ослышались, подробнее все у меня в гайдах расписано, я там рассказываю, как это работает, почему это играбельно и почему так можно бегать, так можно гамать. У меня есть видосы, где я действительно показываю, что это реально рабочие билды, там урона до хрена, и это все не шутки. Это реально не шутки, а очень даже симпатичные сборки получаются. Ну и давайте быстренько пройдемся по всем способностям. Я вкратце расскажу, что они делают, для чего используются, а потом уже перейдем к ротации и к тому, как мы играем вообще за Фрост ДК, что мы делаем по арене, по игре. Хватка смерти, тот же гриб, используется для сокращения дистанции, притягиваем к себе противника, здесь все просто. Смертельный холод, кнопочка, которая не требует силы рун, без глобального кулдауна, мы нажимаем, и после того, как мы прожали, у нас появляется баф, и следующая дамажная кнопка, одна из нескольких, то есть либо ледяной удар, либо воющий ветер, который мы, кстати, не используем по моим билдам, либо ледяной удар, либо уничтожение будут критом, 100% бить. Поэтому, допустим, мы можем нажать F2 и сразу же, допустим, нажать ледяное прикосновение, оно, видите, критануло. 100% шанс на крит. Тоже здесь все довольно просто и понятно. Темная власть. Рекомендую поставить себе все-таки на панельку. Не вызывает глобальный кулдаун, моментальный касту способности, радиус действия 30 метров, что довольно далеко. И он позволяет нам, этот спелл, войти в бой. То есть, если мы вне боя, просто нажимаем агр, и мы уже зашли в бой. Все, это позволяет нам не словить сап от разбойника и в других ситуациях, в общем, просто войти в бой, не тратя на это ни ресурсы, ни время, потому что глобальный кулдаун не вызывается. В общем, максимально приятный спелл, чтобы войти в бой. Лужа. Наша смерть и разложение. Используем только тогда, когда понимаем, что 3 и более вражеских игрока будут под ней находиться в ее радиусе действия, ну хотя бы секунды 4. Она, по-моему, лежит у нас 10 секунд, но хотя бы 4 секунды, если 3 и более врага будут находиться под лужей, то мы ее используем. Почему только в таких ситуациях? Потому что очень дорогой спелл. Требует 1 руну крови, 1 руну льда и 1 руну нечестивости, то есть 3 руны. В общем, мы ее раскидываем, и она будет периодически дамажить наши таргеты. Дэмэджа на самом-то деле много, очень недооцененный спелл в ПВП для ДК. Но, опять же, не стоит его использовать прямо постоянно. Если вы понимаете, что вот он момент, да, кладем лужу. Также позволяет полить инвизеров. Если мы понимаем, что где-то вот в инвизе примерно в этом месте находится там разбойник или друид, просто кидаем туда лужу, да, он будет спален. Мы его спалим. Заморозка разума. Простой кик. Нажимаем, когда противник применяет заклинание. Не стоит силы рун.
Если мы прокачиваемся через ветку фроста, мы прокачиваемся через ветку фроста, потому что это фрост ДК, значит, силу рун не стоит, глобальный кулдаун не вызывает. Также, поэтому используем его спокойно в любой момент. Ледяные оковы, способность, которую мы используем всегда, чтобы замедлить наш таргет, плюс накинуть на наш таргет одну из наших болезней, а конкретно озноб. Также мы можем использовать ледяное прикосновение, которое тоже тратит одну руну льда и также накидывает озноб, но при этом ледяное прикосновение не замедляет, а дает нам дополнительный дэмэдж моментальный. Но этот дэмэдж всего там 1000, а если критом, то 2000, поэтому ледяное прикосновение мы практически никогда не используем. Если есть выбор, нажать один спелл, который тратит одну руну льда, мы в 90% случаев нажимаем именно ледяные оковы, потому что 1000 или 2000 доп дэмэджа это копейки, а вот замедление, которая в первые несколько секунд вообще 95%. Это очень важно и очень мощно. Поэтому при выборе из этих двух спеллов всегда используем, практически всегда, ледяное прикосновение. Удушение. Спелл, который стоит одну руну крови, мы его используем тогда, когда нужно засайленсить, то есть повесить немоту на вражеского игрока, скорее всего, на вражеского лекаря, чтобы он не мог использовать свои заклинания. Лучше всего нажимать в каст, типа когда, допустим, начинает паладин кастовать вспышку света, идет каст-тайм, и вы под конец его каста накидываете немоту, чтобы доп время выиграть. Но этот спелл не бесплатный, стоит одну руну крови, поэтому всегда нужно отслеживать, если у вас руны крови, и если их нету, можно использовать дополнительный спелл кровоотвод. Например, мы бьем какой-нибудь таргет, и у нас есть вражеский лекарь с пометочкой черепка. Да? Вот мы бьем дамагера, нажали 2 раза кровавый удар, например, потратили все руны крови, и нужно прямо сейчас выдать удушение в лекаря, а у нас его нет. Нажимаем кровоотвод, у нас восстанавливается одна руна, и после этого кидаем в противника удушение по таймингу, прям когда нужно. Кровоотвод не вызывает глобальный кулдаун, можно просто его нажать и сразу же моментально после этого нажать удушение, не выжидая вообще никакого времени. То есть задержки между данными спеллами нет. Можно нажать кровотвод и инста прожать удушение. Поэтому да, это такая плюс-минус стандартная комбинация. Если у вас закончились руны крови, всегда есть возможность нажать кровотвод и нажать удушение во вражеского лекаря тогда, когда это нужно. Перерождение Личборн, значит, используется, чтобы задиспелить фир или предотвратить фир. Но лучше использовать данный спелл именно уже после того, как вас в фир закинули, потому что если вы нажимаете Личборн заранее, вы как бы становитесь нежитью, и вас может застанить вражеский прист или вражеский паладин. И если вы не диспелите себя эту ауру, они могут этим воспользоваться. Поэтому идеальный сценарий, когда вы используете перерождение, это вы словили фир, когда вы уже под фиром, вы нажимаете перерождение, и когда вы этот фир сдиспелили, сразу же сбрасывайте с себя ауру вот этого самого бафа перерождения. Это можно сделать через макрос. Например, вот у меня используется макрос. Когда я нажимаю один раз на кнопочку, у меня прожимается перерождение. Когда я нажимаю еще раз на эту же кнопочку, у меня сбрасывается просто мой баф от перерождения, чтобы я мышкой не кликал там ПКМом по этому бафу и не тратил на это время. Смертельный союз. Кнопочка, которая стоит 40 силы рун, используется, чтобы подхилить себя. В идеале мы сначала переключаем власть на власть льда, у нас повышается выносливость, и чем больше у нас хп максимального, тем больше нас будет хилить смертельный союз, поскольку он восстанавливает здоровье в процентах. Соответственно, когда нас пробили, у нас остается мало хпшечки, мы переключаем стойку льда, и потом съедаем нашего вурдалака. Смертельный союз не работает просто так. У вас должен быть живой, призванный вурдалак, чтобы вы его съели. Поэтому, когда мы играем за фрост ДК, мы не призываем нашего вурдалака просто так в начале боя, ради дэмэджа какого-то, который он не наносит. Вурдалак во фрост ДКшнике дэмэджа не вносит и используется только, чтобы его съедать смертельным союзом. Поэтому плюс-минус стандартная ситуация в бою. Вот вас пробили на 50% хп, допустим, вы призываете вурдалака, накапливаете силу рун, допустим, можно поток энергии нажать, и съедаете его. Все. Больше нам вурдалак ни для чего не нужен. Мор. Наша способность, которая стоит одну руну крови. И во фрост ДК я не беру большой символ, который при нажатии мора обновляет время действия доток на нашей цели. Я этот символ не использую, поэтому в вопрос ДК имеет смысл нажать мор только ради того, чтобы одну руну крови переработать в руну смерти. Ну или если вы хотите заразить ближайшие цели мором, да. Если вы хотите нажать мор и обновить время действия доток, для этого мы его не используем, потому что у нас символа такого нет. В общем, мы подходим к противничку, нажимаем вот мор, и у нас, видите, одна руна крови стала руной смерти. Но зачем нажимать мор, если можно нажать кровавый удар, который также стоит одну руну крови и также перерабатывает руну крови в руну смерти, но при этом он еще и дамажит. Да, дамажит немного, но все равно, чем больше у вас дэмэджа
у вашей двуручной пушки или у одноручной пушки, тем больше дэмэджа будет с кровавого удара. В любом случае, это будет полезнее, чем нажать мор, который даже дотки не обновляет. Поэтому, если у вас плюс-минус стандартная ситуация в бою, и вам нужно просто бить таргет определенный, то с вероятностью 90% вы выбираете кровавый удар, а не мор. Удар чумы стоит 1 руну нечестивости. Мы, когда бьем наш таргет, заражаем его второй нашей доткой, а именно кровавой чумой. Это используется у нас для того, чтобы мы задотали цель ознобом, задотали цель кровавой чумой, и потом наше уничтожение начинает больнее бить по данному таргету. Если на цели доток нет, то уничтожение дамажит меньше. Поэтому нужно всегда следить, чтобы дотки на нашем таргете висели. Поскольку мы не используем талант осквернения, мы Фрост ДК, мы не Анхолик, у нас не разливается лужа под противником, и замедления с удара чумы здесь не будет. Поэтому, если вы привыкли играть в Анхолике и рассчитываете, что удар чумы будет замедлять нашего противника, во Фросте такого нет. Это так не работает. Используем только, чтобы заразить цель доткой. Ледяной удар. Это наша основная дамажная кнопка. Они работают вместе с уничтожением. Если у вас есть руны, вы используете для уничтожения, а сил рун сливаете на ледяной удар. Стоит 40 сил рун, точно так же, как стоит койл. Но здесь есть один нюанс. Ледяной удар во Фрост ДК дамажит гораздо больше, чем Лик Смерти. Но если вы играете через мой билд, когда у вас есть вкачанный талант Нечестивая Порча, вам нужно следить и очень грамотно пользоваться силой рун. Потому что нам в идеале всегда заражать наш таргет нечестивой порчей. Вот этим вот дебафом, который вешается, когда мы кидаем койл в противника. Нечестивая порча не дает диспелить наши дотки. Поэтому в идеале во время боя вы накидываете дотки на наш таргет. У вас копится сила рун, и первые 40 силы рун вы сливаете именно на койл. И только потом, когда на противнике уже висит нечестивая порча, следующие 40 сил рун, да, вы сливаете на ледяной удар. Хоп, вы нажимаете ледяной удар. Главное, следите за нечестивой порчей. Если ее нет, вы кидаете койл. Если нечестивая порча есть, вы используете ледяной удар ради дополнительного, увеличенного, большего дэмэджа. Про ледяное прикосновение уже сказал. Используется за 1 руну льда, но лучше использовать ледяные оковы. Антимагический панцирь. Самый мощный деф ДКшника против магии соответственно. Используем всегда, когда нужно либо поглотить дэмэдж магический от противника, либо предотвратить какой-нибудь негативный магический эффект. Например, если у вас кастуется эфир вражеского чернокнижника, или циклон друида, или паладин хочет нажать свой стан магический, вы просто нажимаете, соответственно, зеленку, и все эти все эти негативные эффекты улетают в помоечку, они нажмутся, кулдаун, ну, допустим, на стан паладина, да, у него пойдет кулдаун, но стана не будет, потому что вы его просто поглотили зеленкой. Очень мощный спелл, который еще и весь магический дэмэдж, который на вас будет работать, перерабатывает в силу рун. Поэтому, если, допустим, вас шипешник вражеский задотал, там 2-3 дотки на вас накинул, которые периодически дамажат, вы нажимаете зеленку, эти дотки не скинутся, поскольку они уже были на вас, это не новые дотки, а дамаг от них проходить не будет и просто будет конвертироваться в силу рун. У вас будет бесконечная сила рун, можете там проспамить, я не знаю, ледяным ударом 3 раза, допустим, пока на вас будет действовать этот антимагический панцирь. Поэтому да, очень мощная способность, прям имбовая. Несокрушимая броня. Спелл, который есть только у Фрост ДКшника, прокачиваемый в талантах. Значит, стоит 1 руну льда. Это наш, по сути, баф для бурста. Восстановление у этой способности всего лишь 1 минуту, довольно быстро. Причем восстановление смертельного холода 2 минуты. То есть спелл, который не такой уж и мощный, ну да, типа 100% крит, но кдэшится способность 2 минуты. Я вообще не знаю, о чем они думали. А вот баф несокрушимая броня, который, во-первых, использовать его можно как бурст и как типа микросейв. Мы увеличиваем нам броню, соответственно, у нас будет физика меньше дамажить, но самое главное, нам повышает силу данная способность на 20%. Это дохрена. И чем больше у нас силы, тем больнее наши физические атаки бьют. Мощная тема. Прожимаем всегда перед нашим основным бурстом, чтобы увеличить его и сделать его еще больнее. Зимний Горн, способность, которая не вызывает глобальный кулдаун с недавнего времени, просто дает нам силу рун, используем по кулдауну. Вот только она у вас откатилась, сразу же нажимаем. Можно прописать макросы для всех спеллов вообще, которые вы нажимаете, чтобы там фоном еще Зимний Горн оставался, и так вы не будете за ним следить. Я же прожимаю его сам, мне не особо сложно контролить его кулдаун. В общем, глобальный кулдаун не вызывает, поэтому используем по КД. Приятно, вкусненько. Доп сила рун всегда у нас будет. Воскрешение мертвых тоже уже сказал. Призываем Вурдалака только тогда, когда нам нужно использовать смертельный союз, потому что дэмэджа он не наносит. А если у вас Вурдалак случайно сдохнет, вы смертельный союз нажать больше уже никак не сможете, поэтому не стоит призывать его там слишком заранее. Вскипание крови. Стоит 1 руну крови, практически никогда не используем, поскольку вскипание крови не перерабатывает руны крови.
в руны смерти. А это для нас довольно важно, поскольку можно лишний раз там уничтожение нажать и так далее. Используется тогда, когда нужно спалить инвизера, например, который возле вас бегает, потому что спел это АОЕшный. Если вы стоите, и вроде бы никого нет вокруг вас, ну, вы понимаете, что где-то здесь может разбойник пробегать. Вы его нажимаете, и если вы попадете, если вам хватит рейнджа, то инвизер будет спален. Вот. Ну, а так, это спел, который особо больно не дамажит. Он, конечно, АОЕшный, но, опять же говорю, он нам не перерабатывает руну крови в руну смерти, поэтому, скорее всего, вы использовать этот спел не будете. Незыблемость льда. Также дефательная обилка, стоит 20 сил рун. Используем, чтобы задоджить станы. Любые, магические, физические, любые станы. Ну и чтобы понизить по нам входящий дэмэдж на, соответственно, 30%. Очень мощная сейф-обилка. КД 2 минуты, довольно долго, поэтому просто так не отдаем. Если понимаем, что по нам будет, допустим, разбойник скрываться через чипшот, там, кидней, можем нажать заранее чуть-чуть незыблемость льда. Но это если вы прям в этом уверены. Ну или если, допустим, Вар нажал там Blade Storm свой, вы понимаете, что вам будет очень больно, вы и в стойку льда можете перейти, и при этом еще незыблемость льда тоже нажать, и у вас вообще практически дэмэджа по вам не будет. Очень много вы поглотите. Ну, типа, занивелируете. Не поглотите, да, а просто вот срежете дэмэдж от противника. Уничтожение. Наша конфетная способность, которая вольнее всего дамажит во фрост ДКшнике, стоит 1 руну нечестивости, 1 руну льда. Ну и опять же, чем больше доток на нашем противнике, тем больнее уничтожение дамажит. Поскольку мы прокачиваем талант себе во фрост ветке, уничтожение нашей дотки не диспеллит. Значит, соответственно, если бы у нас таланта данного не было, вымораживания, то наши дотки бы диспеллились. Соответственно, поскольку данный талант у нас есть, мы спокойно дотаем таргет, и когда мы нажимаем уничтожение, дотки не пропадают. Это приятно. Удар смерти. Также стоит 1 руну нечестивости, 1 руну льда. Используется, чтобы подхилить себе лицо. Если на противнике нету доток, то хила не будет. Поэтому, да, всегда следите, чтобы было, допустим, 2 болезни, и вы тогда нажимаете удар смерти, и очень неплохо так хилитесь. Усиление рунического оружия — это, по сути, наш бурстовой баф, который мгновенно восстанавливает нам все руны и дает немножечко силы рун. Но у этой способности кулдаун в 5 минут, который неимоверно большой, по моему мнению. 5, минут. Используем только тогда, когда понимаем, что вот прямо сейчас нам чуть-чуть дэмэджа не хватает, чтобы добить противника. Не рекомендую использовать в начале боя просто так, чтобы продлить свою бурстовую ротацию. Например, вы нажали все свои кнопки в противника, понимаете, что у него там 20% хп, и вот сейчас, да, идеальный момент, когда вы можете нажать усиление рунического оружия и попытаться его уже добить. Тогда да, это прям хорошее использование данной способности. А просто так, посередине боя, когда у там вашего противника 70% хп, вы его никак не убьете, даже если прожмете данный спелл, ну нет смысла использовать. Да, вы его пробьете, его потом захилят обратно, ну и чё? А у вас спелл кдэшится 5 минут. Поэтому только на добивание, так сказать, используем данную способность. Рунический удар. Соответственно, стоит 20 сил рун, довольно мощная способность. Используем всегда, когда у нас нет дефицита силы рун. Если вы понимаете, что вам, допустим, понадобится антимагический панцирь, если вам понадобится незыблемость льда, они стоят силы рун 20 единиц, а у вас, допустим, всего лишь 30 силы рун в данном моменте есть, то не надо нажимать рунический удар, логично, у вас просто на другие спылы не хватит. Но если у вас практически максимум силы рун, там, ее 50, 60, 70%, и вы спокойно можете сейчас нажать дополнительно рунический удар, когда он прокнул, да, нажимаем, доп-дэмэдж выдаем, никаких проблем в этом не вижу. Ну и самое вкусное я оставил под конец. Ненасытная стужа. Мы используем символ большой, который позволяет нам кастовать ее бесплатно. Так ее каст стоит 40 сил рун. С символом, значит, 0. Просто можем нажать. Кэдэшится 1 минуту. Это очень важно, поскольку тринкет кэдэшится 2 минуты. Но что такое ненасытная стужа? Мы в радиусе вокруг нас выдаем контроль по всем противникам на 10, секунд, примораживая их на месте. Любой дэмэдж по противникам прервет действие вот этого стана, но ваши дотки, которые периодически дамажат, не прерывают. Соответственно, это неимоверно мощный, массовый АОЕшный контроль. Вы просто вбежали, например, арена 3/3. Это неимоверная имба. Вы вбежали в 3 противников, нажали ненасытную стужу, и все 3 противника, сука, на 10 секунд стоят АФК. На 10 секунд. Поэтому вы триггерите противников, чтобы они нажимали тринкет, по крайней мере, 1 или 2 вражеских чара, 100%. Либо они просто будут АФК 10 секунд стоять. А это очень много времени. Очень много. После этого можно накинуть немоту. Или ваш, допустим, тиммейт может какой-нибудь стан прописать. Это контроль очень мощный. Поэтому, если вы нажали ненасытную стужу, и вражеский лекарь, например, потратил тринкет, просто еще через минуту вы снова нажимаете ненасытную стужу, а тринкета у него не будет, и он 10 секунд стоит АФК.
Очень мощно. И смотрите, какая еще есть фишка с ненасытной стужей. Щиты, пока вы их не собьете, не сбрасывают контроль. То есть, например, если против вас играет прист, который накидывает щиты на себя и на своих союзников, вот он раскинул щиты, вы всех замораживаете ненасытной стужей и начинаете их бить. Любыми спелами, там, уничтожением, допустим. Пока щиты на цели активны, пока вот вы не сбили весь этот дэмэдж, который они поглощают, ненасытная стужа не сбрасывается. Потому что по факту, типа, урон ХП противнику вы не наносите. Умом? Умом. Ну и как же Фрост ДКшник работает? Я очень люблю играть на нем в тройке. Просто регаем либо 3 на 3, либо солоку, соответственно, и начинаем флексить. Как стандартный бой плюс-минус у меня начинается. Допустим, это вражеский лекарь, да, вот с черепком. Вот 3 противника. Мы можем просто на ноге там или на маунте подбежать во врагов, нажать ненасытную стужу, и пока она действует, просто начинаем долбить один таргет, какого-нибудь дамагера. Если вражеский лекарь тринкует, вы в плюсе, он уже потратил тринкет в самое начало боя. Если он не тринкует, вы тоже в плюсе, потому что он 10 секунд будет стоять в АФК в контроле. Ну, соответственно, вот мы подошли и начинаем дотать противника. Можно в целом поражать сразу бурсты. Допустим, несокрушимую броню, накинуть туда ледяные оковы, ударить ударом чумы. И потом наши 2 руны крови переработать в руны, соответственно, смерти. Мор я не люблю нажимать, потому что он не обновляет время действия доток. Я нажимаю 2 раза кровавый удар. Я нажал 2 раза кровавый удар, все, у меня 2 руны смерти есть. И первые свои 40 сил рун я трачу именно на койл, чтобы заразить цель нашей нечестивой порчи, поскольку я все-таки играю через билд свой, вот этот через нечестивость. Не через Блада, а через Анхолика. Соответственно, по итогу у нас на цели будет 2 наши дотки. Одна с ледяных оков, вторая с удара чумы. У нас будет 2 руны смерти, уже они руны крови, и мы заразили цель, соответственно, через лик смерти кровавой чумой. Ну, нечестивой порчей мы его заразили. И вот уже после того, как вы заразили цель нечестивой порчей, можно начинать силу рун тратить на ледяной удар, который очень много будет дамажить. Но в таком билде через нечестивую порчу вам нужно будет постоянно практически нажимать все равно койл один лишний раз. Основной дэмэдж будет не за счет ледяного удара все-таки, а за счет уничтожения. Именно поэтому билд через двуручку даже мне больше нравится немножко. Но есть минус того, что мы не можем зачарить наши пушки стандартно на руну ледяного жара и, допустим, на руну павшего рыцаря. Да? Мы не можем это сделать. У нас только одна двуручка. Это минус, но итоговый дэмэдж говорит сам за себя. Он прям реально большой, реально огромный. Соответственно, еще раз, как у нас бой начинается? Замораживаем таргеты, допустим, пробафываемся, начинаем заражать наш таргет, тратим руны крови на удар, соответственно, кровавый, потом заражаем цель нечестивой порчей и ждем отката способностей. Они откатились, можем 2 раза покнуть, допустим, в противника уничтожение, можем 3 раза уничтожением дамажить, потом нажимаем 1 раз ледяной удар, и потом, допустим, если у цели мало хп осталось под ваши бурсты, нажимаем усиление рунического оружия и снова продолжаем долбить уничтожением. 2 раза нажали уничтожение, еще пару раз тыкнули кровавым ударом. В это время можно еще цель, допустим, вашего лекаря, немоту на него накинуть. И, скорее всего, если у вас хороший тиммейт, который тоже в это время пробурстился, либо вы убиваете вражеский таргет, либо у него остается уже очень мало там хп, они отдают все свои сейвы, и дальше вам будет играть гораздо проще. Скорее всего, вы даже забайтите вражеского лекаря на нажатие тринкета, и когда у вас снова откадешится ненасытная стужа, можно будет изи пробить вражеский таргет через второй такой заезд. Это будет это будет довольно просто. Если надо подсейвиться, просто нажимаем зеленку, чтобы там магический дэмэдж нивелировать. Если вас прям пробивают, не жадничайте, перейдите во власть льда, можете даже нажать незыблемость льда также дополнительно, и все, вас точно не пробьют. Вот если у вас есть власть льда и незыбка, вас не убьют, скорее всего. Вы можете допом подхилиться, также можете использовать ненасытную стужу не как контроль, чтобы нанести дэмэдж по таргету, а как контроль, чтобы убежать, чтобы просто засейвиться, в это время вас ваш лекарь хилит. Поэтому во фросте я все-таки рекомендую играть только с хилами и, допустим, в режиме 3 на 3. В двойке не пробовал, в 1x1 фрост точно херня полная. Неиграбельно. А вот 3 на 3 или БГшки за счет вот этого контроля ненасытной стужи, это прям реально конфетка, которая раскрывается в таком своем очень уникальном геймплее, который не похож на других ДКшников. Вот такой вот обзор на Фроста у меня получился. Если вас все же интересует подробное и конкретное описание, как он работает, то у меня есть гайд. Переходите по ссылке, в описании тыкайте. Там я все рассказываю. Плюс также у меня есть арены, где я разбираю свои катки и показываю, как Фрост ДК с двуручкой может выдавать огромные цифры дэмэджа, при том, что у него имеется контроль в виде ненасытной стужи, и этот контроль реально имбовый. Поэтому я вам желаю удачи, пробуйте Фроста, это реально конфетный, стилевый ДКшник со своеобразным геймплеем, мне он лично очень нравится. На этом я видос завершаю, всем пока!